Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Егмур травмирована приездом матери, видит во сне, как мать похищает ее, и просыпается в слезах. Хотя Цеврей говорит, что твоя мать неплохой человек, не думай так, Егмур говорит, что ее мать плохой человек. Мисс Кадер приходит в комнату Дилана и просит Дилана сказать правду, что она не может поверить тому, что слышала о нем. Когда Дилан говорит, что все, что вы слышали, правда, госпожа Кадер очень расстраивается и говорит, что Берон ничего из этого не заслужил. Когда Дилан говорит, что я не заслужил этого взамен, мисс Кадер отвечает, что это правда, но вокруг тебя был кто-то, кто любил тебя, и ты использовал всех нас. Дилан больше не может стоять рядом с Гэжой Кадер и Гулем, и когда она выходит из комнаты, госпожа Кадер говорит, как я никогда не понимала. Гуль не согласна с госпожой Кадер и говорит матери, что слова Дилана не имеют никакого смысла. Пока Берон думает о том, как Дилан произносит в его адрес ненавистнические речи, к нему приходит дядя Ахмед. Когда вы говорите, что иногда ваши чувства заставляют вас сомневаться, Баран отвечает, вы правы, иногда я чувствую себя убитым горем и полным ненависти, тогда я оглядываюсь назад и внутри меня нет ничего о ненависти. Дядя Ахмед говорит, что человек не может ненавидеть того, кого любит, а злиться на себя за то, что все еще любят его. Дилан видит и слышит, как Дилан разговаривает с дядей Ахметом на расстоянии. Тем временем дядя Ахмед советует ему набраться терпения и подождать. Берон слышит, что если есть настоящая любовь, то ее ждут, а если нет, то ты знаешь, как вырвать ее из своего сердца. Тем временем Берон видит Дилана и говорит, это не любовь, это не ненависть. Нет любви там, где есть ненависть. Дилан входит со слезами на глазах. Когда дядя Ахмед покидает Баран, Баран больше не может сдерживать слезы и плачет. Внутри Дилан вспоминает момент, когда Берон возненавидел его. Он плачет и говорит, что хотя я его так люблю, он меня ненавидит. В этот момент Гуль видит ситуацию Дилан, подходит к ней и спрашивает, какова ее ситуация. Когда Гуль спрашивает, разве ты этого не хотел, Дилан объясняет, что больно слышать, что ты его ненавидишь. Гуль, ты что-то говоришь, но при том, что ты говоришь, твой взгляд на Барана выглядит совсем не так, ты смотришь на Барана с любовью, когда у Дилана звонит телефон. Когда Гуль говорит, что ищет женщину, не так ли, ты стал плохим после этой женщины, Дилан перебивает ее, говоря, что ты неправильно понял. После ухода Гуля Дилан узнает, что Сабиха ответила на ее телефон и попросила информацию о запуске. Хотя Дилан говорит, что не может этого сделать, ему приходится согласиться из-за навязывания Сабихи Ханем. Госпожа Сабиха говорит Хевину, что Дилану очень грустно, что Берон испытал чувство покинутости и что он будет страдать еще больше. Пока Гуль думает о ситуации Дилана на кухне, когда приходит госпожа Кадер и говорит Дилану, что она очень злится, что в этом что-то не так, Дилан думает, что это неправда, даже если она говорит это своими словами. Пока Дилан думал, как узнать о компании, в которой работает Баран для запуска, к нему приходит господин Кудрет и спрашивает, есть ли у него запись к врачу, стоит ли нам идти вместе. Дилан говорит «да», затем господин Кудрет говорит «давайте сообщите также Барану». Позже ему не нравится ситуация Дилана, и он говорит «девочка, что с тобой не так, ты мне все рассказывала, что с тобой происходит». Дилан, с другой стороны, дает ответы, которые уволят господина Кудрета. Госпожа Кадер приходит к Гэже Азади и спрашивает, есть ли у нее какие-либо просьбы, но госпожа Азади не желает ничего делать. То, что сказал Дилан, очень расстроило и Гэжу Азади, и Гэжу Кадер. Они думают, что Дилан держит их всех под контролем. Господин Хасан загоняет Дилана в угол и угрожает ему, говоря, «Молись, Баран спас тебя, рано или поздно ты ответишь за то, что сделал». Когда Баран видит это, он говорит господину Хасану, что тебе не следует разговаривать с моей женой, когда меня нет рядом, даже если ты встретишь ее, ты изменишь свой путь, она все еще моя жена.
После ухода барана господин Хасан говорит, если бы он только знал, что его жена, которая сделала это с ним, так разозлилась на меня, что я убил его мать. И тогда он думает, мне нужно как можно скорее устранить барана. Баран говорит, мы готовы пойти к врачу. Когда господин Кудрет говорит, мой сын Дилан тоже придет, лицо барана падает. Мистер Кудрет становится подозрительным и говорит, что Дилану сегодня было нехорошо. Сынок, что происходит? Бэрон говорит, что ничего нет, затем берет Дилана за руку и говорит, пойдем. После осмотра у врача они идут в чайный сад и пьют чай. Когда Дилан говорит, слава богу, с тобой все в порядке, папа Кудрет, он говорит, мистер Кудрет, спасибо вам. Затем, когда господин Кудрет задает несколько вопросов о запуске, Дилан пытается выяснить, что это за запуск. Господин Кудрет поясняет, что это запуск специального проекта, над которым баран много работал. Госпожа Мельтем не смогла поехать в Германию и постучала в дверь Цеврии, сказав, что ей негде остановиться. Господин Сеет приглашает вас внутрь, говоря, конечно, вы можете остаться с нами, и в этот момент снаружи появляется Егмур с Джевдетом. Егмур зовет мать и обнимает ноги Цеврии. Господин Кудрет говорит, что этот чайный сад, куда они пришли, очень любит мать барана. Продолжайте смотреть друг на друга с такой любовью, приезжайте сюда почаще, Айтен всегда сообщала мне здесь хорошие новости, говорит он мне. Барану Кудрету нравится слушать слова матери, и он просит ее рассказать ему больше. Господин Кудрет также рассказывает, чем занималась госпожа Айтен и как они прекрасно любили друг друга. Господин Кудрет знает о проблеме между бараном и Диланом и спрашивает, в чем ваша проблема. Однако она думает, что Бэрон так сильно давит на Дилана, чтобы защитить ее, и советует ей оставить его в покое. Госпожа Сабиха ждет новостей от Дилана и злится, когда узнает, что он ходил к врачу вместе с Кудретом. В чайном саду Бэрон спрашивает Дилана, стоит ли нам прогуляться, и они идут на прогулку вместе. Когда они остаются одни, Бэрон говорит, «Мой отец хотел, чтобы я этого сделал, я не мог причинить ему вреда. Он думает, что между нами есть проблема». Дилан отвечает, значит, он понимает. Когда Бэрон желает удачи, Дилан говорит, что я не это имел в виду. После этого, когда баран держит Дилана за руку, потому что его отец смотрит, Дилан пытается его оттащить. Мой отец смотрит, он говорит, подожди 2 минуты ради моего отца. Затем Дилан говорит, что я хочу кричать, как сильно я его люблю, и кладет голову барану на плечо. Затем, когда они обнимают друг друга и просто смотрят на море, приближается флорист. Бэрон отдает все цветы Дилану, и Дилан касается руки Барна, беря их. Потом мой отец Баран смотрит на нас и говорит, ведите себя так, будто вы счастливы, вы все равно привыкли притворяться. Дилан Кудрет говорит, я буду продолжать вести себя рядом с вашим отцом, мне это не сложно. К ним подходит господин Кудрет и говорит, как хорошо, что мы пришли сюда, позируем и позвольте мне вас сфотографировать. Баран и Дилан обнимают друг друга и фотографируются. Пока Дилан кладет розы, купленные бараном, в вазу, баран видит ее и в ярости выбрасывает все розы. Он говорит, что я купил эти цветы для игры, вот это место. Дилан очень расстроена этим поступком и плачет, вынимая розы из мусора и садясь, когда ей на ум приходит телефонный звонок. Он видит, что госпожа Сабиха звонит много раз и звонит Гэже Сабихе. Госпожа Сабиха отправляет письмо с просьбой подумать о том, что с вами произойдет, если вы не получите информацию в течение получаса. Цеврии неудобно, что госпожа Мельтем остается дома, и она боится, что дождь ей навредит. Господин Сеет убеждает его красивым языком. Кириму, Барану и Кудрету сообщают, что последние приготовления к запуску завершены, и Кирем говорит, если вы хотите посмотреть на него в последний раз, я оставил его на столе и уходит. Затем Баран вспоминает, что телефон оставили в кабинете и идет в комнате с Геном Кудретом. Тем временем Дилан пытается открыть сейф в комнате Барана, но Баран сменил пароль.
Дилан находит файл на столе и понимает, что забыл свой телефон. Выходя из комнаты, входят господин Баран и Кудрет. Когда Бэрон спрашивает Дилана, что ты здесь делаешь, Дилан говорит: я собирался спать, я хотел пожелать тебе спокойной ночи, и выходит из комнаты, пожелав тебе спокойной ночи. Когда Эгмур говорит Гэже Мельтем: ты не моя мать, ты для меня никто, я ненавижу тебя, госпожа Мельтем плачет. Дилан опоздал позвонить Сабихе, но Сабиха поздно ответила на звонок, чтобы напугать его. Когда Дилан говорит, что узнал о компании, госпожа Сабиха просит сфотографировать дизайн барана. Дилан злится и просит каждый раз просить что-то новое. Когда ваше желание закончится, госпожа Сабиха отвечает, что это никогда не закончится. Дилан слышит, как Бэрон говорит: эта работа меня отнимает, я не могу многого сделать, когда он входит в комнату. А потом Бэрон спрашивает Дилана, что он делает. Почему ты не можешь этого сделать? Ответь мне. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. До свидания.